Друзья, я Пульхерия и кулинарный канал «Записки пользователя» или «Вы гениальны» приветствую вас. Мои дорогие, не так давно мы с вами готовили бисквит на белках, который еще называется ангельский. И вы меня просили, и я вам пообещала приготовить на основе этого бисквита торт. Я свое обещание выполнила. И я приготовила вот такой волшебный, сказочный торт. В этом торте самый вкусный бисквит. Это ангельский бисквит. В качестве крема у нас малиново-кокосовый крем-чиз. И этот крем по вкусу напоминает мороженое, пломбир, малиновый пломбир, завершающий кокосовой ноткой. Не знаю, как у вас, друзья, но у меня вкус кокоса всегда создает ощущение праздника. Кроме этого, у нас в торте будет очень вкусное, великолепное апельсиновое суфле. Мало этого, у нас будет малиновое компоте. А сейчас, мои дорогие, переходим по ссылке и готовим белковый бисквит на 10 белках. Потом вы этот бисквит разрежете на 4 коржа. Я рекомендую поставить бисквит и приготовить малиново-кокосовый крем на основе сливочного творожного сыра. Он требует стабилизации от 3 часов, так же, как и бисквит. Итак, мои дорогие, приступаем. Пока готовится бисквит, приготовим малиново-кокосовый крем-чиз, для которого нам понадобится 150 граммов сгущенного молока с сахаром, 150 граммов белого шоколада. У меня шоколад с кокосовой крошкой и миндалем. 150 граммов сливочного масла, 80 граммов кокосовой пасты, 70 граммов малинового пюре. Чуть позже нам понадобится сливочный творожный сыр 400 граммов. Как получить малиновое пюре? Малину замороженную или свежую блендируйте, подогреваете, протираете сквозь сито и берете 70 граммов. Итак, приступаем. Сливочное масло перекладываем в кастрюльку и добавляем туда сгущенное молоко. И ставим все это растапливать в микроволновке или на водяной бане. В растопленное масло со сгущенным молоком добавляем кокосовую пасту и размешиваем. Теперь добавляем белый шоколад. И также его размешиваем до растворения. Добавляем малиновое пюре, подогретое до 40-45 градусов. Все тщательно перемешиваем и отправляем стабилизироваться в холодильник. Часа на 3 можно оставить на ночь. Столько же времени будет у вас стабилизироваться выпеченный бисквит на белках. Для малинового компоте нам потребуется малина 300 граммов. Малина может быть как свежая, так и замороженная. Сахар 300 граммов. Пектин 6 граммов. У меня пектин яблочный. Он продается свободно в супермаркете. Можно брать и цитрусовый. И лимонная кислота 3 грамма. Для начала малину перекладываем в кастрюльку и блендируем. Блендируем не очень мелко, не до пюре, а разбиваем просто. Проблендировали мы малину. И теперь в пектин мы добавляем 2 столовые ложки сахара и тщательно его перемешиваем. А теперь мы ставим малину нагревать на плиту. Нагреваем его приблизительно до 40 градусов Цельсия. Малиновое пюре мы нагрели до температуры 40 градусов Цельсия. Теперь всыпаем струйкой пектин и тщательно его размешиваем. Мешаем непрерывно до закипания, а потом всыпаем сахар, и весь процесс мы будем мешать. Малиновое пюре у нас закипело, и теперь мы всыпаем сахар. Тщательно также размешиваем его и варим до загустения. 3-5 минут. Это примерно среднее время. Все зависит от вашей плиты.
Малиновое пюре варим на среднем нагреве плиты. Разведите лимонную кислоту в небольшом количестве воды. Лимонная кислота – это стабилизатор. Подготовьте форму, она должна быть по диаметру немного меньше, чем диаметр вашего торта. Малиновое пюре загустило. Мы сняли его с плиты. Теперь добавляем лимонную кислоту и тщательно, но очень быстро ее размешиваем. А затем переливаем компоте в форму. Стабилизируется компоте очень быстро при комнатной температуре. Как только оно остынет, оно уже будет готово. Друзья, основа для крема стабилизировалась. У меня крем структурированный, потому что я делала его на основе белого шоколада, в котором миндаль и кокосовая стружка. Перекладываем в чашу миксера. И теперь нам с вами понадобится 200 грамм сливочного творожного сыра. Сыр должен быть типа Альметте, Филадельфия, Хохланд Креметте и так далее. Плавленый сыр брать нельзя. И теперь мы с вами начинаем взбивать основу. Друзья мои, сыр должен быть холодным. И наша основа для крема тоже очень холодная. Они должны быть одной температуры из холодильника. Добавляем теперь по ложке сыр и продолжаем взбивать. Крем готов. Теперь его перемешиваем. И теперь разрежьте бисквит на 4 коржа. Положите в кондитерское кольцо или форму нижний корж. В половине стакана воды разведите 1 столовую ложку сгущенного молока и пропитайте этой жидкостью корж. На корж наносим половину крема и разравниваем его. Разровняв крем, мы сверху покрываем коржом. Придавливаем корж и отправляем пока и крем, и торт в холодильник. И сейчас мы с вами займемся суфле. Друзья мои, компоте готово. Вынимаем его из формы. Вот оно какое у нас. Кладем его на тарелку, вставляем его пока в сторону. Для приготовления тыквенно-апельсинового суфле нам понадобится 12 граммов агар-агара. Я беру агар в супермаркете. Агар должен быть без добавок. 2 порции сахара, 400 грамм сахара в сироп и 100 грамм сахара в белки. 1 апельсин. 5 белков и яиц. У меня яйца первой категории. Это примерно 150 граммов белков. Потребуется нам 200 граммов сливочного творожного сыра. И еще нам потребуется 250 граммов тыквенного пюре без сахара. Как его получить? Тыкву режете на куски и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 30 минут. Затем срезаете с нее курки и пробиваете блендером. И берете 250 граммов этого пюре. Еще нам может потребоваться пектин от 3 до 6 граммов. Натираем цедру апельсина без белой части, а затем из этого апельсина отжимаем сок. Курочку потерли, сок отжали. Добавляем в тыквенное пюре и сок, и цедру апельсина. Чуть тщательно перемешиваем. Друзья, обратите внимание на такой тонкий момент. Если после добавления апельсинового сока у вас стало тыквенное пюре жидковатым, вам необходимо добавить пектин от 3 до 6 граммов, размешать его и оставить набухать в тыквенном пюре полчаса. После этого вы только будете варить сироп. Количество пектина напрямую зависит от густоты вашего тыквенного пюре. Посмотрите на мое тыквенное пюре. В такое тыквенное пюре не надо ничего добавлять. Итак, продолжаем. У меня пюре густое, я ничего добавлять в него не буду. Добавляем в кастрюлю 150 мл воды и весь агар. Ставим кастрюлю на плиту. Включаем на средний огонь и ждем набухания агара. Агар превратился в гель. Добавляем весь сахар, размешиваем его. Сироп с сахаром с агаром мы будем варить непрерывно, мешая до температуры 110 градусов Цельсия. Как только сироп закипит,
мы можем включать миксер. Сироп закипел, и теперь можно включать миксер. В чашу миксера мы добавляем 5 белков яиц, тыквенное пюре с апельсиновым соком и цедрой, 100 граммов сахара и щепотку соли. Взбиваем до устойчивого состояния. Взбив вот до такого примерно состояния, побеления массы, можно добавлять 1/5 чайной ложки лимонной кислоты. Взбиваем до такого устойчивого состояния и будем вливать сахарно-агарный сироп, взбивающийся, белки и тыквенное пюре. Мы достигаем температуры 110 градусов Цельсия. И сейчас мы будем вливать горячий сироп, взбивающиеся белки с тыквенным пюре. Суфле мы уже взбили. До охлаждения чаш примерно до 50 градусов. Теперь мы туда добавляем Сливочный творожный сыр, который должен быть комнатной температуры, и промешиваем миксером на низкой скорости. И суфле у нас будет готово. Суфле готово. Достаем из холодильника торт и кладем на корж половину суфле. Потом его разравниваем и сверху кладем компоте. Сверху кладем компоте и вторую половину суфле. Прямо на компоте. Суфле разравниваем. Торт для стабилизации убираем на полчаса в холодильник. Встретимся через полчаса. Друзья, суфле наше стабилизировалось. Сверху кладем еще один корж. Кладем крем. Также его разравниваем и сверху накрываем верхним коржом. Торт накрываем сверху верхним коржом. Теперь отправляем торт на несколько часов в холодильник для полной стабилизации. Друзья, торт стабилизировался. Я буду его выравнивать белково-заварным кремом. А сверху посыплю кокосовой стружкой. А затем из белково-заварного крема сделаю тематическое украшение. Друзья мои, наш праздничный, я бы сказала, волшебный, сказочный торт готов. Когда вы его будете есть, вас не будет покидать ощущение праздника, ожидание, предвкушение, чуда, волшебства. Внутри нашего торта очень вкусный, легкий, тающий во рту, нежный, как облачко, ангельский бисквит, который прекрасно сочетается с малиново-кокосовым кремом чиз, в котором есть несколько нот. И первая нота, когда вы его пробуете, вы говорите мороженое. Вторая нота – пломбир. Третья нота – малиновый пломбир. И завершающая нота – кокос. Этот крем полностью похож на мороженое, пломбир, малиновый, но только совершенно не холодный. Подчеркивает эти все вкусы и усиливает наше малиновое компоте, которое полностью сохраняет вкус и аромат малины, но не обладает приторной сладостью, зато обладает благородной кислинкой. И вершина, завершение, основная нота нашего торта очень вкусная, нежное, воздушное апельсиновое суфле, которое полностью сохраняет и вкус, и аромат апельсина. И очень важно для нашего торта, что мы в нем использовали различные текстуры, потому что различные текстуры стимулируют наши вкусовые рецепторы и усиливают ощущение вкуса. Сочетание этих вкусов и текстур делает торт изысканным и деликатесным. Я думаю,
что всем он понравится. Попробуйте и приготовьте. Поздравляю вас с праздниками. Желаю, чтобы ощущение праздника вас никогда не покидало, чтобы ваши желания исполнялись, чтобы вы были бодры, веселы и энергичны. А в конце видео, мои дорогие, я вам покажу разрез нашего торта. Так что не уходите. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита! С вами была Пульхерия. Это разрез нашего прекрасного торта. Ну, я думаю, мы, наверное, с вами встретимся в новом видеорецепте. Пока-пока. До новых встреч.